После 2 недель отдыха у моря Анна наконец вернулась в свой тихий загородный дом. Она мечтала о привычном уюте, горячем чае на кухне, любимом кресле у окна и спокойных вечерах в саду. Когда она открыла дверь и вошла внутрь, первое, что она сделала, распахнула шторы в спальне, чтобы впустить солнечный свет. И тут женщина заметила кое-что необычное. С внешней стороны подоконника, прямо возле окна, кто-то аккуратно устроил небольшое гнездо из сухих листьев, травинок и мягких кусочков коры. Анна удивилась, ведь раньше ничего подобного там не было. Она осторожно подошла ближе и увидела внутри несколько крошечных новорожденных малышей. Они были совсем маленькими, беззащитными и почти не двигались, только иногда слегка шевелились, прижимаясь друг к другу. Анна решила не трогать гнездо и просто понаблюдать. Ей стало интересно, кто же их мама и почему она выбрала именно этот подоконник для своего дома. Женщина поставила рядом с окном стул и в течение всего дня время от времени смотрела на малышей. Она ждала, что вот-вот появится мама и принесет им еду или согреет их своим теплом. Но часы шли, солнце постепенно уходило за горизонт, а возле гнезда никто так и не появился. Анна начала переживать. Она подумала, что, возможно, мама малышей приходит только ночью, поэтому вечером она оставила свет выключенным, тихо сидела у окна и старалась не шуметь. Прошел 1 час, потом второй, но вокруг было совершенно спокойно. Ночь прошла, а неизвестная мама так и не вернулась. Утром Анна поняла, что случилось что-то плохое. Маленькие создания остались одни, и ждать дальше было опасно. Ей стало очень жалко их. Она не знала, что произошло с их матерью, но понимала, что если оставить малышей без помощи, они могут не выжить. Женщина осторожно перенесла гнездо в теплую коробку, положила туда мягкую ткань и стала заботиться о найденышах. Она старалась сделать все правильно. Изучала информацию, советовалась со специалистами и каждый день проверяла, как они себя чувствуют. Несмотря на все заботы, Анна все еще не знала, кого именно она спасла. Через несколько дней к ней приехал знакомый зоолог. Он внимательно посмотрел на малышей, улыбнулся и сказал, что теперь тайна раскрыта. Оказалось, что эти крошечные новорожденные существа были не птицами и не мышатами, как сначала могла подумать Анна. Это были бельчата. Их мама, вероятно, попала в беду, поэтому не смогла вернуться к своему гнезду. Благодаря внимательности и доброте Анны малыши получили шанс вырасти, а женщина еще долго вспоминала тот день, когда обычное возвращение из отпуска превратилось в удивительную встречу с маленькими лесными жителями.